Эллен Кей. Чем больше смотрю, вглядываюсь в шедевры, тем больше осознаю, где я, а где художники-гении. Речь идет, это коммент к моему репортажу о выставке Фешина в Казани, который я сделал вот буквально вчера, и он был выложен на YouTube. Я воспринимаю гений того же Фешина или других гениев как результат труда. Он говорил, что если бы мои картины имели запах, то вы бы почувствовали запах пота. Чем больше я смотрю и смотрел в эту поездку в Казани на работы мастера, вот так целиком, общим планом, тем больше я понимал, что в основе его творчества лежит влюбленность в рисунок. Если посмотреть на его рисунки, видно, с какой тщательностью он подходил к форме, к рисованию формы. Но это же исходит из влюбленности вообще в жизнь, в красоту формы человека. На занятиях в Строгановке я видел, что одногруппники по-разному рисовали постановку. Одни рисовали так, что и уходя домой продолжали делать эскизы и делать поиски. И обложившись, я не знаю, Бамосом, анатомией, изучали и шли вглубь рисунка, понимая, что это главное, что это нужно изучить и для чего им это нужно. Большинство относились к этому формально. И так сойдет, 5 получить. Мне поразило недавно в разговоре с одной художницей, ну, не знаю, девушка-художник, и ее муж тоже художник. Я не буду называть имен, но она все время работает, а он там, рыбалка и все-таки какие-то дела домашние. И при том, что он пишет классно, его ответ был, ну, почему он как бы не все время за мольбертом, я не так люблю живопись, как ты. Я очень хорошо понимаю обе стороны. Просто такого класса живопись, как у Фешина, рождена из очень сильной любви к живописи, к искусству. Это не короткий временный порыв. Это влюбленность, которая увеличивается, растет. Помогает этому росту среда, в которой мы находимся. Поэтому выставляться вместе, объединяться в группы – это очень классная поддержка друг друга. Общение художников, групповые выставки, мне кажется, очень важны. Может быть, на таких выставках групповых мы видим, как кто развивается. Мы радуемся успехам наших друзей и стараемся не отставать. Даже не то, что отставать, а проявить себя многогранно, шире, реализовать свои идеи и явить их зрителям. Ирина Нацина: использует ли Фешин чистые белила в своих картинах? Да, вполне возможно, кое-где. Главное в его работах – это фантастическое видение пятна. Несмотря на то, что есть некая кажущаяся хаотичность, работы целостны. Их нужно изучать. Конечно, лучше живьем. Ирина Нацина: чем вы снимаете? Тоже хочу приобрести что-нибудь с хорошим качеством съемки. Ирина, сейчас любой телефон снимает очень хорошо. Full HD достаточно. Да любым телефоном можно снимать. У меня был iPhone, потом мне приятель из Испании посоветовал. Я увидел у него телефон Xiaomi китайский, и он просто мне рассказал о его возможностях, что они ничуть не хуже айфона, и даже лучше. И я так не поверил. Но он дизайнер по профессии, с многолетним стажем. Когда дизайнер мне советует китайский взамен айфона, который стоит недорого, ну ладно, хорошо. Но это было года 4 назад, и я купил, и, в общем-то, не жалею. Очень все профессионально снимает Xiaomi.
Ну, для того, чтобы картинка не дрожала, лучше использовать еще стабилизатор. Это такая штука в руке, на которой прицеплен телефон, с которой ты ходишь, она создает плавность движения. Друзья, напомню, что выставка моя персональная в Москве продолжается, вернее, заканчивается в пятницу, 17 марта. Приглашаю ее посетить. Нужно записаться по телефону. Вам назначат день и час. Наталья Корнева, у вас натура как повод сочинить цвет, свой цвет приятный, знаете, и чувствуете, как это сделать. Думаю, в мастерской вы по фотографии напишите не хуже, если, конечно, видели это на натуре. Так что художник или обладает этим свыше, или нет, как и чувством композиции. Да все, в общем-то, тренируется, и чувство композиции тренируется всю жизнь. Это основа. И мы в этой тренировке, благодаря этой тренировке, просто растем в своих ощущениях, в том, что мы можем. Я буквально вчера перебирал свои наброски. Их у меня много. И вы знаете, я вот такую пачку, я без преувеличения говорю, просто выбраковывал. Я их откладывал, но я потом на них еще буду рисовать. Ну, это примерно 12-й год, когда я начал восстанавливаться после длительного перерыва. Мне казалось, все совершенно тогда. Сейчас я смотрю, это никуда не годится. Становление художником, его развитие – это длительный процесс. Надо к этому честно быть готовым, не терять надежды, что обязательно получится, но просто не сейчас, это этапы, когда я расту, когда я начинаю что-то понимать. По фотографии написать, без фотографии, образ, модель, я не знаю, пейзаж – это результат огромного труда и опыта. Конечно, писать с натуры – это удовольствие. Ты на основе мотива, я не знаю, образа сочиняешь, ты вытаскиваешь из себя художника. Ты рождаешься как художник. Свыше это не свыше, но посмотрите на студентов. Примерно рисуют все одинаково, но кто-то прилагает большие усилия и может стать художником, а кто-то не становится. Причем могут его все почитать и в телевизорах даже аплодировать. Но в среде художников он ничего не стоит, может вообще ноль. Хотя его все кругом знают. Так что пойдем трудиться. Да, кстати, кто у меня занимается в онлайн-школе, напомню, что я выпустил новый урок. И вообще заходите, посмотрите, что там есть. К каждому уроку есть анонс. Акция закончилась, но скидка в 10% остается. Анонс для примера. Я очень люблю маленький формат. Я даже не назвал бы эти работы, которые я пишу на небольших форматах, этюдами, потому что я в них вкладываю ощущения. Я пишу ощущения, свой восторг от того, что я вижу. Писать на малом формате довольно-таки приличного размера кисточкой – это вообще для многих странность. Но оказывается, это возможно. При условии, что мы очень обобщенно, широко смотрим на сюжет, на мотив и разбиваем его на составные части. Фактически мы превращаемся в некое подобие сканера, который сканирует пространство, но не в полноцветном режиме, а настроен он, например, на 10 точек, на 10, он должен в 10 областей все это превратить, условно говоря. То есть, где много деталей, он раз, но одного тона он обобщает в один кусок. И мы таким образом приучаемся широко видеть, обобщенно, игнорировать лишнее, не замечать его, а писать от целого. Часто художники говорят, что им размахнуться негде, им нужен большой формат. Но большой формат – это большое количество ошибок. В малом формате они легко исправляются. И сам метод мышления, метод видения не позволяет увязать в деталях, чем большинство грешат. Давайте избавимся от этой
привязанности, к деталировке. В моей онлайн-школе будут постоянно выходить уроки под серией «Малый формат». Они очень важны, ну просто очень. Умение мыслить широко, обобщенно даст вам возможность безупречно компоновать свои работы, композиционно решать их. Детали от вас никуда не уйдут, но они должны быть на месте. Им должно быть определенное место, не во всей картине. Я представляю на ваш суд 29-й урок «Весеннее настроение». Посмотрите его, и ваше настроение, живописное настроение, обязательно улучшится, и вы непременно станете мыслить по-новому и писать по-новому.